Расскажу, из-за чего лопаются кабеля зарядки от айфона. Починю и укреплю. Через пару лет использования многие кабели от айфонов лопаются именно в этом месте. Это происходит по двум причинам. Во-первых, сама оболочка слишком тонкая и быстро рвется. А во-вторых, здесь неудачная конструкция. Большинство людей, когда снимают iPhone с зарядки, тянут именно кабель, а не телефон. Из-за этого здесь создается напряжение, из-за которого и происходит разрыв. Кроме того, здесь не за что зацепиться, поэтому люди соскальзывают пальцами и тянут за кабель, потому что кабель не скользкий. После многочисленных снятий зарядок оболочка кабеля в этом месте растягивается, и тут возникает вторая проблема конструкции кабеля – короткая рубашка. Смотрите, как это сделано на андроидах. Здесь есть две выемки, которые ты автоматически берешь, когда снимаешь телефон с зарядки. Кроме того, сам разъем длиннее, и за него проще ухватиться. И в том месте, где Apple обычно рвется, у андроидов находится вот эта вот рубашечка, которая позволяет сохранить кабель в целости. Рубашка на кабеле нужна для того, чтобы равномерно распределять нагрузку по кабелю при его изгибе. Смотрите, как работает рубашка на обычном кабеле micro-USB. Здесь рубашка недостаточно длинная, и из-за этого происходит излом. А учитывая то, что тут еще и растянуто, потому что мы вот так вот тянем, то это место вообще практически моментально лопается. Новый кабель Lightning стоит 1500 рублей. Внутри него находится специальный чип, который позволяет iPhone отличить оригинальный кабель от всех остальных. Если использовать другие кабели, iPhone может начать ругаться на то, что кабель не оригинальный, и перестанет заряжаться. Слабые, дорогие кабеля, которые лопаются со временем и которые трудно заменить на аналоги. Хорошая основа для теории заговора. Но сейчас не об этом. Сейчас мы будем чинить. Для этого примотаю немного скотча и обмотаю пружинкой от авторучки вот такой вот. Скотч не даст оболочке дальше расходиться, а пружинка будет играть роль рубашки и будет распределять равномерно нагрузку на кабель, чтобы он не лопнул в другом месте. Итак, процесс простой. Я отрываю немного скотча. Мне нужно совсем чуть-чуть скотча для того, чтобы обмотать эту штуку. Я стараюсь как можно более плотно намотать скотч, чтобы не было никаких пузырьков и других неровностей, чтобы это выглядело более-менее хорошо и красиво. Теперь я примотаю пружинку. Я просто раздвину ее, намотаю сначала хвост. Так, я намотал пружинку, по крайней мере ее начало. Я пробил себе палец, печально. Ну да ладно. А теперь я буду наматывать оставшуюся часть пружины. Это уже намного проще, потому что здесь нет никаких острых концов. Я стараюсь более плотно ее намотать на рубашку, для того, чтобы она более прочно сидела на кабеле. Будьте осторожны с концами пружины, потому что они очень острые. И так получилось вот такое вот изделие. Здесь появилась рифленая поверхность, за которую удобно браться. Кроме того, рубашка удлинилась, и за счет этого не будет ломаться. Хотя из-за скотча он и так не будет ломаться, потому что скотч вообще очень сильно укрепляет в этом месте. Мы починили кабель, усилили его пружиной и, возможно, сэкономили пару тысяч рублей. Напишите в комментариях, как вы относитесь к такому колхозу. Чинили ли вы свои кабели и как? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это iPhone Geek, сайт iphonegeek.me. Ну, нравится вам эта штука или нет? И посмотрите там какое-нибудь другое клевое видео, например, как вернуть App Store в iTunes. Люди очень любят, нравится.